хотим поделиться маленькой инструкцией по приобретению билетов. Мы в свое время искали, и мы такую инструкцию на ютубе не нашли. А инструкция здесь действительно требуется, потому что абсолютно непонятно в здравом уме, как можно было такое придумать. То есть, чтобы попасть на Мачу-Пикчу, самым цивилизованным способом надо приобретать билеты, наверное, за 2-3 месяца. Тогда вы можете их купить онлайн. А вот если вот такого билета нет, и вы, как и мы, приехали и хотите там за неделю, за 2 попасть, то это невозможно. Можно приобрести онлайн-билет, вам может повезти на первый вариант маршрута. Всего здесь 3 маршрута. И первый вариант, он называется панорамный маршрут. То есть вы не попадаете в сам город Мачу-Пикчу, вы его наблюдаете сверху. А чтобы его наблюдать сверху, вы совершаете определенное восхождение, достаточно сложное. И маршрут панорамика, достаточно сложное восхождение наверх. Это как бы вообще не наш вариант. Вот. Самый хороший маршрут — это второй, классический. Вы должны приобрести билеты на автобус и на поезд, чтобы приехать в этот город за один день. Приехать надо рано утром, желательно часов в 6, потому что в 7 утра открывается касса Министерства культуры Перу, которая находится здесь. В этой кассе вы становитесь в очередь вживую и получаете талончик. Талончик получается только при наличии паспорта. Талончик с номером очереди. Вот мы получили талончик 100 и 101. И с этим талончиком вы потом приходите к 15:00 и получаете уже свой билет. Но как бы вы не можете выбрать тот маршрут, который вы хотите. Вы получаете, грубо говоря, то, что осталось. В день выделяется 1000 билетов. Эти 1000 билетов распределяются между 3 маршрутами. Плохим, самым плохим и хорошим. Я даже... У меня до сих пор даже в голове само не укладывается, когда мы все это уже как бы наполовину прошли. И вот мы попали в первую очередь на билеты, потому что у нас 100 и 101. Мы попали в первый час распределения билетов, то есть с 15 до 16:00. Если бы у нас был бы талончик 151, 152, то нам надо было бы прийти к 16:00, 16 до 17, к 16:00. И ждать, пока выкрикнут наш номер талончика, подойти и выбрать те билеты, которые остались. Я не знаю, понятно ли я объяснил, но смысл вот такой, максимально, по-моему, дурацкий. Потом, вот на следующий день, мы сейчас получим свой билет, надеюсь, тот, который нам нужен, но по идее, по логике, должны получить именно тот, который нужен. Потом утром мы становимся вот в эту очередь на 2 квартала, которая стоит к автобусам уже. На Мачу-Пикчу непосредственно вход стоит 152 соли. Да, 152. Это у нас получается порядка, меньше $100 на двоих. Где-то, наверное, по $45 с человека. То дорога занимает по стоимости $200 на одного человека. Да. То есть все это удовольствие обходится. $240 где-то на человека. Да, то есть, смотрите, считайте, $500 за двоих вы платите входной билет, билет на автобус до поезда, билет на поезде и еще один билет на автобусе, который именно до самого мероприятия. Это $500. Но плюс вам же надо где-то еще остановиться.
Вот. Гостиница на одни сутки стоит где-то 60-70 долларов. Средненькая такая. Средненькая гостиница, да, 60-70 долларов. Но вот, например, когда мы покупали билеты, все это дело оформляли, билеты я имею в виду на проезд, обратного билета в тот же день, в день посещения Мачу-Пикчу, не было уже. И нам пришлось брать билет на следующий день на 8 утра. И, соответственно, это 2 дня гостиницы. А это 120 долларов примерно. То есть еще к 500, еще 120, это получается 620 долларов, чтобы посетить Мачу-Пикчу. Ну, еще плюс расходы на еду. Ну, еда, понятно, ну, как бы Да. они везде были бы, скажем так, Да. в любом случае. Вот. А цены и на еду, и вообще на все, что здесь в этом городишке есть, как бы, ну, повыше, чем в Куско. А приехать в Перу и не посетить Мачу-Пикчу, как бы, ну, такое. Если какие-то вопросы есть, или, может быть, что-то я сам как-то сумбурно объяснил, можете писать там в комментариях к этому видео, мы вам ответим и проконсультируем все, что знаем.